когда ты сюда ехал, что ты знал о Сербии? Что оправдалось из того, что ты знал о Сербии? Как твои вообще ощущения от этого всего? Э, Это вопрос такой. Дело в том, что я жил какое-то время в Болгарии и в юности. Я примерно представлял, что представляют из себя Балканы в целом. Ам, И, конечно же, когда я приехал в Сербию, я хотел жить в горной местности, ближе к Болгарии, с границей, там, с Черногорией, Албанией и так далее. Но, да простят меня сербы, в этой части не все очень, скажем так, хорошо. А, Очень мало культуры у людей, очень грязно на улицах. И в городе Ниш, например, достаточно неспокойная обстановка, но ночью я бы не гулял бы там, ни с семьей, ни сам бы, да, потому что это все-таки транзитная зона из Румынии, идет на Балканы, в Албанию, там говорят, что все, в общем-то, очень много криминала. И на самом деле страшно. Да, днем нет, а вот вечером я пару раз прогулялся и как бы чувствовал себя очень некомфортно. А в той Сербии, в части, где мы живем, это все-таки не совсем те Балканы, которые хотелось бы. Здесь поля, 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 поля. Здесь нет гор Да, и лесов. здесь, ну, леса здесь есть, не так далеко, да, но в целом, конечно, ты сел на машину, человек сел на машину, и за 2 часа ты оказался как бы в горах. Но я также жил в России, собственно, в Краснодарском крае. Я из Краснодара 2 часа, и я на побережье и там в любых горах. Мгм. Не совсем то, что я ожидал, но мне, например, поражает, что здесь как бы какие бы ни были плохие дороги, всегда есть велосипедная дорожка. В самых маленьких в этих есть велосипедная дорожка, где люди ездят на велосипедах по дороге. Есть правила езды на велосипедах. Например, нельзя ездить пьяным, вас могут полиция остановить и оштрафовать. Ну, такие вот нюансы. И Сербия в целом, все то, что я от нее ожидал, оправдалось. Все то, что я ожидал, оправдалось, за исключением некоторых нюансов, которые, конечно, для меня поразительны. Например, работа магазинов. Им до фени в субботу они могут в 12 закрыться, сказать, все по лаку, попьем, мы идем пить кафе. Или, Я. Или магазин работает здесь, и для того, чтобы пойти купить в магазине, надо постучаться, позвонить в дверь, выйдет хозяин магазина, спустится, продаст тебе, уйдет обратно. Типа, что я буду сидеть целый день в магазине? Вот такие нюансы, которые, конечно, забавляют, и отчасти даже где-то интересно, и отчасти даже где-то приятно. Вчера в автобусе слышала как раз разговор. Мужчина, серб, по телефону рассказывал. Моя жена ругается, говорит, ты не работаешь, ты приходишь на работу, вы садитесь, попьете кафу, потом пойдете 5 минут поработаете, а потом пойдете снова попьете кафу, а потом снова поработаете. И у тебя весь день так. А вечером ты идешь в кафану. Зачем? Пить кафу Или ракию. или ракию, да. Да. И можно я тоже немного скажу? Да, да, На конечно, самом нужно. деле, когда мы были в Турции, мы даже до Турции, во время Турции мы не задумывались про Сербию. И, можно сказать, я даже ничего и не знала про Сербию. Начали смотреть ролики на YouTube, стали смотреть, какие там продают кучи дома. Куча. Да, и что же это? Орел и решка про Сербию было. Все очень позитивно, солнечно, но это более такое туристическое. И много видео на YouTube, где как раз говорится про то, что ты встречаешь на улице серба, он тебя обнимает, о, русский. Немножко не так получилось. Но это все можно обосновать тем, что когда мы прилетели сюда, мы были очень уставшие, у нас было 4 чемодана, коляска, 4 рюкзака, потому что у нас еще двое детей. И, наверное, все показалось таким каким-то серым, холодным. Таксист, который нас встретил, мы ему говорим, сколько? 3000. Ой, что так дорого? 3000. Ну, это как-то так обидно. Тут ехать-то всего ничего от аэропорта в Белграде до нашей комнаты, которую мы сняли. Но все оказалось не так плохо, как только мы отдохнули, проснулись, солнышко, вот эти вот красные черепичные крыши, прекрасные люди тебя практически понимают. У нас уже было сказано, что более старшее поколение, оно как-то больше к нам
к русским открыто. И более старшее поколение часто знает русский язык. Ну или хотя бы помнит его из школьной программы. Много-много Здравствуйте, да. помнят, много помнят русский язык. И любопытно так, когда заходишь в магазин, люди стараются показать свою принадлежность к русским. И все, что они помнят, здравствуйте, до свидания, чао, там еще что-то они говорят Мгм. там. Я учил русский язык в школе. Да, да, И ты да. говоришь, классно, отлично. То звездный час. У людей происходит звездный час в моменте, когда они видят русского и вспоминают все русские слова. Это точно. Да-да-да. Вообще Сербия мне нравится. Я очень доволен в России. Давайте откровенно, не знаю, как у вас, как у тебя было в России в семье и как вообще в целом ты ощущала жизнь в России. Но очевидно, если бы ты была бы очень счастлива, вряд ли бы ты поменяла место локации. Я периодически приезжаю в Россию, я очень люблю свою родину, там живут мои родные, близкие, и я вырос там, родился, и, собственно, веду какие-то дела. Но я заметил, что по приезду в Россию, вот последний раз в августе я был, я за 2 недели даже не прилег отдохнуть. Просто я уезжал в 6 утра из дома и приезжал к 12. И не потому, что у меня было много дела, а потому С что сама... 12 ночью? Да, О, потому что Россия, то место, где я жил, как-то вовлекало меня в какую-то движуху. И эта движуха, она постоянная. Нет такого, что я там сел. Ну да, я заходил в какое-то кафе там перекусить, понятно. Но в целом все время ты на телефоне, все время ты на каком-то вайпе, так это да, все назовем. что-то от тебя хотят. Да, все что-то хотят. М. Здесь все по лаку. Я настолько отдыхаю, что морально, даже не то чтобы физически понятно, что мы что-то делаем, работаем, как-то двигаемся, вот специально для вас снимаем подкасты и создаем радио, чтобы вы слушали, наслаждались. Но здесь нет такой загруженности. Люди утром идут, и перед тем, как пойти на большую работу, они пьют кофе, курят свою вкусную утреннюю сигарету, выпивают чашечку кофе, говорят о том, о чем хотели бы поговорить, вероятно, и спокойно разбредаются по своим работам. Это так великолепно, друзья. Вы не представляете. Друзья, дети мои, дети, они не хотят возвращаться. Первоклассник не хочет, он говорит, я не хочу в школе. Я говорю, так ты не была в школе в России. Она говорит, я знаю, как мои старшие братья и сестры учились. Я хочу учиться здесь, говорит мне Мгм. первоклассник. И дети, которые, собственно, имели друзей, вот сын старший пошел в 4 класс, М. он не хочет, он говорит, не-не-не, я отлично себя здесь чувствую, он разговаривает на сербском уже больше, чем я даже, понимает. Поэтому Сербия, она, конечно, трансформирует, безусловно, очень сильно трансформирует сознание, ощущения, желания, все трансформирует. И я благодарен Сербии за гостеприимство. Гостеприимство здесь невероятное, если честно, невероятно.